Здравствуйте. Снова я с вами. Снова мы встречаемся у меня на канале и продолжаем нашу серию о мистике от А до Я. Добро пожаловать. Всех приглашаю, всех искренних ищущих, всех людей Дхармы. Сегодня будет очень интересная беседа, ее многие ожидают. Это беседа о времени. В нашем учении есть такое учение, которое называется «7 видов времени». Я не встречал подобных учений, поэтому, хотя ничего нового я вам не скажу. Кроме того, мы не просто исследуем время, мы не научные работники, не какие-то физики, там, кто занимается временем. Нам интересен прикладной, такой у нас интерес прикладной к исследованию времени. И я сегодня постараюсь вам дать введение в опыт сознания через учение о времени. Вот как подходит к этому вопросу мистика. То есть мало того, что вы узнаете много полезного, но если вы сможете проследить в проживании все, о чем я буду говорить, то бонусом может случиться опыт сознания. Мне очень понравилось, что то видео, где я давал практику выхода на сознание, набрало столько много и быстро просмотров. Я понял, что вам очень нравится именно такой радикальный путь без предварительного исцеления, как дает наше учение, а типа вот сразу прыжок в опыт сознания. Но прыгнуть на самом деле несложно. Сложно удержать этот опыт, сложно остаться в нем навсегда, чтобы вас не затягивало в содержание, чтобы опять не возбуждалось это ложное «я», ложное сознание, чтобы вы опять не оказывались в роли этого живущего. Поэтому мы не возражаем, и сегодня будет еще один способ выхода на опыт сознания, но через время. Итак, приступим. Это очень интересное видео, очень познавательное, поэтому от вас максимальное внимание. Итак, 7 видов времени, как его представляет наше учение Free Way. Опять же, мы не претендуем здесь на какую-то роль физики, роль науки. Мы излагаем мистическое видение. Итак, приступим. Первый вид времени – это ментальное время. Это как раз то время, от которого мы уже с вами обсуждали, мы отказываемся для того, чтобы пребывать в моменте сейчас. То есть мы отказываемся от ментального разворачивания пространственно-временного континуума. Что же такое время? Время – это величина, необходимая для регистрации изменяемости. То есть везде, где есть регистрация некой изменяемости, что-то появляется, движется, исчезает, любое движение, любая изменяемость означает присутствие пространственно-временного континуума. То есть есть некое пространство, в котором происходит движение, и есть время, которое позволяет регистрировать изменения внутри этой системы из точки А в точку Б. То есть расстояние, время и скорость. Все как в 4 классе в учебнике физики. Так вот, ментальное время характеризуется тем, что это самая продвинутая возможность моделировать любой пространственно-временной континуум. Любой. За 3 минуты физического времени или астрономического у нас там может пройти 100 лет. Лучшим образцом вот этого времени является
ваш сон со сновидением. Здесь вы заснули на 5 минут, а там прошло у вас 5 лет. То есть во сне со сновидениями моделирование пространственного временного континуума осуществляется таким же образом, и это делает все тот же наш ментал. То же самое происходит в воображении, и это теперь можно еще сравнить с нашими играми, виртуальными играми, компьютерными играми, где тоже моделируется любое течение времени. У вас может проходить здесь одно время, а в компьютерной игре совсем другой временной континуум. Я надеюсь, вы поняли, что у вас в воображении, у вас в ментальном плане есть способность конструировать любую скорость течения времени. Я надеюсь, это вам понятно. И именно разворачивание этих сюжетов в вашем воображении является помехой для выхода внимания в момент сейчас и регистрации других видов времени. Внимание как бы там залипает вокруг этого персонажа, и начинается вот это вот грезы. Даже если вы с открытыми глазами, вы можете здесь и не присутствовать. Вы, замечали это много раз, когда вы, например, читаете книгу и не можете сосредоточиться. Ваше внимание блуждает в мыслях. Там разворачивается свой пространственно-временной континуум. Там вы уже побывали в прошлом, в будущем, уже умерли, и еще чего-то произошло, или в детстве побывали. Вот эти путешествия во времени характерны для ментального плана. Он конструирует любую скорость течения времени. Он создает образы, он изменяет их, и это все происходит в так называемом ментальном времени. То есть сон со сновидениями вам в помощь, чтобы вы поняли, что такое ментальное время. Это фантазирование, это мечты, когда вы перемещаетесь на огромное расстояние и во временном пространстве, на любое расстояние, всего лишь при помощи мыслей. Еще важной характеристикой текучести времени является так называемая точка неподвижности. То есть всегда должна быть некая статичная опора для измерения времени. Что же ею является в ментальном плане? В ментальном плане этой опорой является ментальный фон. То есть неподвижный ментальный фон, на фоне которого и происходят изменения всех узоров, фантазий и так далее. На этот ментальный фон, на эту ментальную пустоту часто медитируют, чтобы, не медитируют, а так скажем, медитируют на ментальную пустоту, чтобы снизить вовлеченность в ментальные процессы. Это такая вот практика медитации на ментальную пустоту. Следующий вид времени – это наше всем знакомое физическое время. Физическое время характеризуется регистрацией всех движений, изменений в моменте сейчас. Вот вы пребываете в моменте сейчас, внимание у вас здесь, а тут пролетел самолет, тут проехала машина, тут движутся различные объекты, предметы, перемещаются организмы. И это не значит, что вы выпали из момента. Вы как раз находитесь в моменте сейчас и регистрируете физические изменения. Они имеют свой пространственно-временной континуум, свою скорость, и в том числе они имеют свою точку покоя. Точкой покоя или точкой отсчета в физическом времени является неподвижность планеты Земля. То есть Земля относительно физического времени взята за неподвижный объект, относительно неподвижности которой и происходят все изменения. Логично? Логично. Земля – это очень большой объект, который может стать неподвижным по отношению к другим движениям в физическом мире. Собака побежала,
мы регистрируем изменения ее положения в пространственно-временном континууме относительно неподвижной Земли, по которой она бежит. Поезд поехал, Земля как бы не движется, поезд движется относительно Земли. Надеюсь, это вы еще помните с уроков физики. То есть следующее время – это физическое. Дальше очень интересное время, которым мы пользуемся каждый день, каждый миг, заглядывая себе в часы. Это так называемое астрономическое время. И, о чудо, астрономическое время подразумевает совсем другую точку отсчета. Неподвижной точкой отсчета в астрономическом времени является Солнце. И изменение Земли относительно Солнца, движение Земли, является тем временем, которое называется астрономическим. То есть, представляете, да, физическое время Земля неподвижна, в астрономическом времени именно изменение положения Земли регистрируется как время. То есть, что такое сутки? Сутки – это оборот Земли вокруг собственной оси. Относительно не оси, относительно Солнца. То есть, Земля поворачивает к неподвижному Солнцу то один бочок, то другой бочок. Это называется «прошли сутки». А что такое год? Год – это движение Земли вокруг Солнца. То есть, понимаете, да, Земля, вращаясь вокруг своей оси, еще и движется вокруг Солнца, и при том и при этом мы имеем Солнце как неподвижную точку, относительно которой происходят изменений положений Земли. Это называется астрономическое время. Вы можете назвать его первое астрономическое время, потому что есть второе астрономическое время, но им пользуются только специалисты. Это движение нашей галактики, то есть Солнечной системы, я бы сказал, в рамках вот этого вот движения по Млечному Пути. Там есть некая черная дыра, относительно которой движется вся Солнечная система. То есть эта черная дыра является в центре Млечного Пути той точкой покоя, а вся Солнечная система рассматривается как то, что движется. И, естественно, Солнце движется тоже. Говорят, где-то 250 миллионов лет уходит на этот полет. То есть, понимаете, какая красота и подвижность этих систем. То Солнце неподвижно, то уже оно движется. То Земля неподвижна, то она движется. Это потрясающе. Это мы разобрали 3 вида времени. Четвертое, крайне интересный вид времени, это биологическое время. Биологическое время отвечает за ваше внутреннее ощущение времени. Вот это то, что вы называете ощущением времени, будет происходить даже если вы не будете видеть Солнце. Это не астрономическое время. Это ощущение изменчивости ваших клеток внутри вашего организма. То есть его еще называют клеточным временем. Ну, давайте проще говорить биологическое время. Давайте просто скажем, клетка изменяется. Она, например, стареет, разрушается. Сейчас уже говорят, что за 7 лет, это астрономического времени, все клетки полностью меняются в организме человека. То есть через 7 лет в организме человека нет ни одной клетки, которая была бы той предыдущей. То есть, так как это происходит постепенно, так, вот это клеточное время, это биологическое время, мы тоже в состоянии регистрировать, и оно называется вот это наше ощущение времени. То есть, по сути, мы отслеживаем вот этот метаболизм клеточный, изменчивость клетки, старение клетки, замену клетки. Это очень тоже красивая вещь, которая сейчас происходит.
То есть прямо сейчас это происходит. И прямо сейчас вы можете почувствовать, ощутить, я бы сказал, через ощущение вот это течение времени. Очень тонкая штука. Вы думаете, это все? Нет, это только начало. Так мы с вами сейчас прикоснулись к 4 основным видам времени. Далее начинается немножко мистика. Эти 4 вида времени известны всем физикам. Но дальше мы прикасаемся к мистическому времени. Что такое мистическое время? Это потрясающая величина. О ней мало кто знает. Это движение восприятия, движение осознавания, движение, можно сказать, внимания. И это движение невероятно быстрое, невероятно быстрое. По сути, когда идет перемещение внимания от мысли к чувству, от чувства к ощущению, от ощущения к внешнему миру, вы производите некое изменение. Это изменение внимания. Внимание направлено сюда, внимание направлено туда. Мы же понимаем, что внимание движется. То оно на объекте, то оно развернулось уже к пространству, то оно внутри где-то, то снаружи. Вы понимаете, да? Это так просто. Это постоянное движение восприятия, внимания. И вот это движение внимания, скорость потрясающая. Эта скорость превосходит скорость физического света. То есть самая большая скорость в физическом мире – это скорость света. Так вот, движение внимания превосходит скорость света. В принципе, поэтому мы в состоянии зарегистрировать изменяемость этого света. Потому что это свет неосознанности, не путайте, это физический свет, как физическая величина в физическом мире. Иногда просто осознанность называют светом, светом осознания. Но мы здесь не про это. Вот движение осознания есть еще одно время. 5-е мистическое время. А теперь мы подходим к самому-самому интересному. Если вы осознаете эти 5 видов времени, и за мной следили внимательно, и можете их еще сами пройтись, посмотреть, я ничего не придумал. Все эти 5 видов времени и всех этих 5 континуумов пространственно-временных могут присутствовать в этом моменте сейчас одномоментно. Вы можете мечтать и кушать бутерброд. В мечтах будет свое время. Вы будете регистрировать движение бутерброда вам в рот. Это будет физическое время. Вы тут же можете перемещать внимание от прекрасных своих мыслей к бутерброду. Вы тут же можете смотреть на часы и думать, не опоздали ли вы куда-нибудь. И вы тут же будете стареть биологически. То есть все 5 видов времени будут присутствовать одновременно, что должно натолкнуть вас на мысль, а может и на опыт, что эти 5 видов времени находятся в некой одной системе, которая их все согласовывает между собой. Вот здесь нужно побыть. 5 видов времени, включая движение восприятия, находятся в некой системе, которая согласовывает 5 подсистем между собой. 5 видов времени идеально согласованы между собой, при том, что имеют
совершенно различные точки неподвижности, совершенно различные системы, совершенно различные пространства, и они идеально согласованы. Значит, есть некая шестая система, внутри которой происходит согласование систем. И эта шестая система называется сознание. И вы прекрасно знаете, что это такое. Вы осведомлены об этом. Что эти системы не разорваны, что они являются подсистемами одной большой системы, которая называется сознание. И вот согласование этих систем между собой, согласование их движения, перемещения, взаимодействия является еще одним временем. Это время называется время сознания, либо время системы. И это очень красиво. Если вы попробуете услышать это в опыте, я вам гарантирую, что вы попадете в опыт сознания. Потому что ничто иное не может согласовывать эти подсистемы. Это все происходит внутри одной системы. Это шестое время. Но я сказал, что время есть и седьмое. Так как наше учение не рассматривает сознание как абсолютную величину, а рассматривает сознание как один из аспектов реализации, то, безусловно, есть самое мистическое время. Это время, в котором возникло сознание. Время, в котором возникла система. Сама система возникла вместе со своими подсистемами. Она реализована. Сознание реализовано. И вот время, в котором реализовано сознание со всеми своими подсистемами, это так называемое время Брахмы. Если вы знакомы с индуистской этой философией, там есть такое понятие время Брахмы. Это то время, в котором реализовано сознание. Иногда это называют там день Брахмы. Там какие-то величины невероятные приводятся даже. То есть 7 видов времени, где шестое время выводит вас на опыт сознания, а седьмое выводит даже за пределы сознания как некой абсолютной величины. Вот такие 7 видов времени наше учение передает вам для того, чтобы вы не просто оставили это на теоретическом уровне, а прожили это, осознали это. И это может стать прямым введением в очень глубокие опыты. Время осознания – это мистический опыт, поэтому оно называется мистическим временем. Время сознания – это глубочайший мистический опыт. И время Брахмана – и это тоже глубочайший мистический опыт, где сознание встречается со своей пустотной и светоносной природой. Вот такую передачу такого глубокого учения я сегодня хотел вам сделать. Спасибо за внимание и по традиции минуточку тишины.
еще раз спасибо. До новых встреч у меня на канале.